Негативные комментарии, что же с ними делать? Удалять всех неугодных в бан? Удалять просто комментарии? Или пытаться всем понравиться, снимать идеальное видео, ко всем прислушиваться? Ну, конечно же, нет, ребята. Так что же делать? Как на это все реагировать? Обсудим сегодня в этом видео. С вами Аня. Поехали! Есть 3 типа негативных комментариев в интернете. Первый тип — это конструктивный. Обычно люди пишут это в духе, что видео очень интересное, но мне кажется, что можно было бы исправить вот это. Все очень классно, все очень интересно, но мне кажется, что звук в этом видео не очень. Тут, в принципе, все понятно, прозрачно. Человек вам дал реальную обратную полезную связь, и благодаря этому мы можем стать лучше. Второй тип — это неконструктивный комментарий. Он в себе не несет ничего, никакого смысла, никакого толку. По существу он вам ничего не сообщает. Нет никакой конкретики, просто эмоции. Там я зол, меня бесит, меня ты бесишь, у тебя ужасный писклявый голос. И все вот в этом духе. Видео твое вообще ни о чем. Для чего ты вообще сняла это видео? Что за херня? Что за ерунда? И так далее. В третью группу мы сможем отнести оскорбления, троллинг, издевки, подколки и провокация. Цель таких комментариев — это просто вывести тебя на эмоции. А вы, кстати, знали, что YouTube является одной из самых злых соцсетей? А знаете чего? Анонимность, безнаказанность. В жизни такие люди фиг вам что скажут. А в интернете все герои, конечно, писать всякие гадости вредные. Конечно, все мы тут умные. Еще есть один такой факт интересный, что люди в интернете намного чаще пишут какие-то негативные комментарии, что там блюдо было ужасное, официант мне вообще не понравился, там, или еще что-то в этом духе. Но очень редко люди реально пишут что-нибудь хорошее в духе, что очень классное место, не знаю, вкусные блюда и так далее. Поэтому тут, в принципе, не удивительно, что нам больше пишут хейта и всяких вот этих вещей, чем пишут, что классное видео, ставлю лайк, очень интересно. Факты. А дело в том, что в нашем понимании хорошее, нормальное — это просто как данность, это просто нормально. Поэтому нет смысла писать об этом, блин. Что касается меня, я сама совсем недавно столкнулась с хейтом в интернете. Честно говоря, я была вообще не готова к этому. Мне почему-то всегда казалось, что, типа, меня за что хейтить, что я вообще делаю? Я же вроде бы ничего плохого людям вообще не делаю. Если мне лично видео не нравится, я его просто выключаю, и я больше его не смотрю. Я даже не ставлю дизлайк. У меня просто одному видео про Польшу залетело, так скажем, и поэтому выросло количество комментариев в целом, и хороших, и нет. Я вообще все очень сильно принимаю близко к сердцу, поэтому это видео и для вас, и для меня в том числе. Самое, знаете, ужасное, что вот сейчас мне пишут, это типа то, что ты белоруска, ты там ужасная, это ты, скажем так, убийца. Я думаю, что, в принципе, объяснять, что сейчас в мире, это и так все всем ясно. Поэтому просто из-за того, что у меня синий паспорт, белорусский, я просто являюсь, не знаю, врагом народа польского. И не только польского. Вот, и, короче, меня вот это очень удивляет. Эти люди, я думаю, ждут, что я буду стыдиться своей родины или еще что-то. Нет, такого, ребята, не будет, забудьте. Ну что, перейдем к тому, что же все-таки делать с этим. Если комментарий содержит оскорбление, издевку, мы просто можем удалить этот негативный комментарий. Если такой комментатор совсем неугомонный, и он все равно вам пишет всякие там гадости, просто его отправляем в бан. Пошлю его на небо за звездочка, как пела
известная певица. Надо понять и принять, что я не $100, и вы, ребята, не $100. И мы вообще не обязаны всем нравиться, и это вообще нормальная вещь. Я, кстати, полностью уверена, что есть такие люди, которые скажут, что им и $100 не нравится. Типа, камон. И чем больше у нас аудитория, чем больше у нас подписчиков, тем больше получается вообще в целом комментариев, как хороших, так и нет. И это тоже норма, это так бывает всегда. Может быть, у наших комментаторов любимых был сегодня просто день плохой. Вот они встали не с той ноги, я не знаю, все у них плохо. И вот сидят они такие в своем интернете, и тут им всплывает видео мое. И вот они думают, так, что же там она говорит? Они его включают, и вообще не важно, что я там говорю, про что рассказываю. У них злость здесь вот, не знаю, в груди, в животе. И они просто скидывают эту злость на меня. Типа, у меня плохой день, пусть будет плохой день и у тебя. Поэтому это просто вот такая логика. Нам нужно просто понять, что есть такие люди. Может, это вообще человек просто токсичный, вообще постоянно злой. Мы этого тоже, ребята, вообще никак не знаем. Поэтому не нужно все принимать близко к сердцу. Не принимайте всю эту туфту, весь этот негатив на свой счет. Вы прекрасные ребята. Если вам мозолит комментарий глаза, просто удаляйте его с чистой совестью. Это ваш канал, вы имеете полное право сделать это. Нужно стараться больше все-таки фокусироваться на тех, кто за нас, кто нас поддерживает и кто нас смотрит реально, с чистым сердцем. То, что я вам сейчас скажу, работает на 1000% из 100. Кто чем наполнен, тот этим и делится, ребята. Поэтому вот эта фраза, мне кажется, полностью все описывает. Обычно в психологии еще такую вещь говорят, что если нам что-то в человеке бесит, не нравится, нас это в нем раздражает, обычно это говорит о том, что есть, характеристика, которая есть в этом человеке, но ее, допустим, нет в нас, и нас это злит. Мы бы очень хотели бы обладать этой характеристикой, но, увы. Или если в этом человеке есть то, что есть в нас, но мы это в себе не принимаем, то есть нас это тоже бесит в себе. Теперь мы просто представим ситуацию. Девушка или парень тоже хочет видео снимать в интернет, тоже хочет что-то интересное рассказывать, вещать, но им с самого детства говорили о том, что не высовывайся, да кому ты нужен, скромность украшает, не выделяйся и так далее. И вот этот человек открывает видео наше и видит, где мы активно высовываемся, где мы активно говорим свое мнение, свою высказываем позицию и так далее. И этого человека это ужасно бесит. Типа, чего вот эта деваха, без профессионального оборудования, без каких-то знаний, без там еще чего-то, вот так просто вещает. Кто она такая? Что она вообще о себе думает? Да-да-да, представьте, даже у звуков воды в интернете, успокаивающих, или у звуков пения птиц в лесу тоже стоят дизлайки, и тоже 100% пишут, типа что мне музыка вообще не понравилась, или там это вообще ужасно, что за бред вы сняли, что за бред и все, что за херня. Поэтому даже у таких звуков есть хейтеры, которые ставят дизлайки. Вы вообще представляете? Звуков воды, успокаивающих нервы, алло. Не надо никому ничего доказывать. Это ваш канал, не отказывайтесь от цели своей. Если вам нравится снимать видео, пожалуйста, снимайте, ради бога. Это все-таки жизнь ваша, и только вы сами решаете, что вам делать. И напоследок я хочу сказать, что иногда, ключевое слово «иногда», такие негативные комментарии реально нам могут дать полезную обратную связь, и мы можем узнать, как нам стать лучше, как лучше сделать видео, как улучшить наш контент и так далее. Но главное слово, конечно, иногда. Это, в принципе, все, ребятки.
Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, конечно же, пишите лучше осознанные. С вами была Аня. Пока-пока. Помните, что мы есть сила, и все у нас будет хорошо. Все у нас получится.